Приветствую! Пора открыть восточные хроники. Начинаем наше расследование. Итак, друзья мои, мы оставили нашего Рорика там, на Туманном Западе, на пустынном берегу обмелевшей реки, угасающего Дористада. Грозный вождь принял решение. Он разворачивается и смотрит туда, где встает солнце. Полностью забудьте все, что вы знали из современных школьных учебников. Безжалостно сотрите из памяти современные границы. Забудьте названия: Россия, Украина, Беларусь. Нажмите на кнопку «Сброс». Мы стоим посреди колоссального, бескрайнего пространства. В те годы, когда Рорик еще только собирался в путь, у этой огромной территории вообще не было никакого конкретного официального названия на карте мира. Никакой Руси здесь еще не было. Это слово приплывет сюда чуть позже, на скандинавских веслах дружины нашего героя. Местные жители, когда их спрашивали, где они живут, говорили просто: «Это наша земля». Но какой она была? Это был великий первозданный мир, куда ни кинь взгляд. До самого горизонта раскинулся бескрайний океан из вековых глухих лесов. Тайга и дубравы, сквозь которые веками пробивали себе дорогу могучие полноводные реки: Днепр, Волга, Волхов. Речные суперавтобаны того времени. Воздух здесь пахнет хвоей, свежестью и абсолютной свободой. Но была ли эта земля пустой и дикой? О нет, друзья мои, в глубине этих бескрайних лесов уже вовсю кипела жизнь. Там жили люди, упрямые и гордые племена, которые молились разным богам и не думали ни о каком единстве. А были ли у них города? О, еще какие! И давайте начнем наше знакомство с самого древнего, самого удивительного города этой земли. Итак, друзья мои, мы стоим на этой великой бескрайней земле в 860-е годы, и наш Рюрик еще никуда не плывет. Он пока просто сидит там, у себя в Голландии, в Дористаде, и только разворачивается лицом к востоку. Но чтобы нам с вами понять историю самого первого, самого древнего города, который возник на этой безымянной равнине, нам нужно сделать мощный скачок во времени. Давайте включим обратную перемотку. Мы отматываем назад не на 10, не на 50 и даже не на 100 лет. Мы зажимаем кнопку реверс и улетаем в прошлое почти на 400 лет назад. Стоп. Хронологический таймер замер. Мы на месте. Вокруг нас глубокий туманный 5 век. На дворе примерно 480-е годы. Почувствуйте этот момент. Никакого Рорика еще нет в помине. До его рождения 400-летия. Еще не родились ни его папа, ни его дедушка, ни даже прадедушка. А какая она, эта земля? Здесь царит великая первозданная природа. Океан из вековых дремучих лесов. Но если мы спустимся чуть южнее по этой равнине, мы обнаружим по-настоящему шедевральное, уникальное место. Посмотрите на эти величественные крутые зеленые холмы. Они буквально взмывают вверх над всей округой. А у их подножья несет свои бурные, невероятно широкие воды гигантская река. Из далекого роскошного Царьграда сюда, преодолевая пороги, поднимались корабли византийских греков. Они со страхом и уважением называли эту водную кручу Борисфен, а чуть позже – Донаприс. Сами византийцы здесь, конечно, не селились. Зачем южным щеголям оставаться в суровых северных чащах? Они приходили сюда только ради торговли. И вот в этих самых лесах и на склонах холмов уже тогда жили люди. Конкретных названий племен никто не записывал, конечно. В те времена они еще не знали, что такое большие города. Они жили, разбредясь по оврагам и берегам, небольшими скрытыми поселками в глубине леса. Охотились, собирали дикий мед, сеяли рожь. И на эту гигантскую реку они смотрели с благоговением, называя ее на своем родном языке коротко и мощно – Днепр. Что означало всего одно слово – глубокая. И вот представьте, век за веком эти люди выходили к реке. И они были далеко не дураками. Они смотрели на эти крутые холмы у Днепра и понимали – место – абсолютный козырь. Штурмовать такие кручи снизу вверх не решится ни один враг. С высоты холмов река видна на километры вперед. Ты заранее видишь любой купеческий корабль. И именно здесь, на этом пятачке, лесные славянские роды мало-помалу начали, выражаясь простым языком, кучковаться. Сначала на одном холме появилось несколько землянок. Потом люди обнесли их защитным деревянным тыном. Потом заселили соседний холм. Шаг за шагом, столетие за столетием, эти разрозненные лесные люди начнут создавать здесь нечто грандиозное.
место, которому суждено стать старшим братом всех городов на этой земле. Как же называлось в те времена это место? Примерно в 480-е годы. Да никак не называлось, друзья мои. У этих холмов не было никакого имени. Местные славяне, скорее всего, говорили просто «пойдем к реке» или «встретимся на кручах». Для них это было просто безымянные горы, заросшие густым лесом, где шумел ветер. И вот примерно в это время, а на календаре конец V века, здесь появляется человек, который навсегда изменит судьбу этой земли. Кто же он такой? Летописи сохранили нам его короткое, как удар топора, имя – Кий. Кем он был на самом деле? В школьных учебниках из него часто делают какого-то мифического персонажа из сказки, чуть ли не богатыря в сияющих доспехах. Но давайте снимем этот налет фэнтези и посмотрим на него глазами суровой реальности. Кий был вполне реальным человеком. Он был сильным, жестким и очень дальновидным племенным вождем. Или, как тогда говорили славяне, князем. Но он не был просто лесным дикарем. Летописец Нестор позже со злостью опровергал слухи о том, что Кий якобы был простым перевозчиком на реке. Нестор прямо пишет: «Если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду». И вот это самый сочный факт. Наш вождь Кий был крутым дипломатом своего времени. Он со своей дружиной умудрился совершить невероятное по тем временам путешествие. Он дошел до Византии. Он лично встречался с великим римским императором в Константинополе, и тот принял славянского вождя с огромными почестями. Кий своими глазами видел каменные христианские храмы, роскошные дворцы, золото, армию и то, как устроена настоящая мощная государственная власть. Он вернулся из этого путешествия совершенно другим человеком с огромными амбициями. В общем, вернувшись на родину, Кий посмотрел на эти безымянные холмы над Днепром совершенно другими глазами. Посмотрел и включил логику государственного деятеля. Прямо здесь, у подножия холмов, находился стратегический перевоз. Самое удобное место, где можно было пересечь бурную реку. Все купцы, шедшие с товарами, неизбежно спускались именно к этой точке. И Кий принимает решение на самом высоком, самом неприступном холме. Сегодня историки называют его Старокиевской горой. Он приказывает своей дружине заложить городище, небольшую, но крепкую деревянную крепость, обнесенную глубоким рвом и земляным валом. А зачем? Это был его личный командный пункт, или, скажем так, укрепленный офис. Отсюда его дружина могла полностью контролировать всю речную торговлю и защищать местных жителей от набегов кочевников из степи. И вот тогда все и закрутилось. Лесные славянские роды увидели, что на холме сидит сильный авторитетный вождь, у которого есть международные связи и крутая дружина, и люди потянулись к нему. Безопасность в те суровые века ценилась прежде всего. Вокруг крепости вождя, как грибы после дождя, начали расти землянки, кузницы, мастерские. Люди кучковались все плотнее. Когда соседи из других лесов шли к этому месту, они уже не говорили «пойдем к холмам», они говорили «мы идем к Кию» или «мы идем в город Кия». Пройдут века, имя сурового вождя немного сотрется, буквы сольются, и этот первый, самый древний и великий мегаполис равнины получит то самое имя, которое сегодня и знает весь мир. Друзья мои, а теперь давайте сделаем одно очень важное, справедливое и слегка ироничное отступление. Специально для всех, кто вырос на красивой школьной сказке об основателях города. Наверняка каждый из вас, кто хоть раз бывал в Киеве, гулял по набережной Днепра и видел там этот знаменитый открыточный памятник. Там, на красивой каменной волне, замерла большая ладья, в которой стоят трое грозных мужчин с луками и щитами, а на носу корабля, как летящая птица, раскинула руки прекрасная девушка. Нам со школьной скамьи авторитетно заявляют: знакомьтесь, это три брата – Кий, Щек, Хорев и их верная сестра Лыбедь. Великие сооснователи, так сказать. Так вот, друзья мои, давайте снимем розовые очки. Вся эта история про трех братьев и сестру – это чистейшей воды средневековая чепуха и веселый фанфик. Памятник, конечно, потрясающий, пусть себе стоит на радость туристам, но к реальной науке он не имеет никакого отношения. А вы спросите, ну откуда тогда Нестор в своей летописи взял всю эту чудесную компанию, если их не было? А вот теперь давайте включим человеческую логику и попробуем понять, как работал мозг средневекового монаха.
Представьте себе летописца, который сидит в келье спустя аж 600 лет после описываемых событий. Ему дали партийное задание – написать красивую, эпичную историю о происхождении столицы. Монах подходит к окошку, смотрит на городские пейзажи и начинает рассуждать. Так, город называется Киев. Тут все ясно, его построил вождь Кий, про него вон и архивные данные есть. А что у нас там по географии? Вот эта огромная гора у нас называется Щековица. А почему она Щековица? Думай, Нестор, думай. Осенило. Наверное, у Кия был брат по имени Щек. И жил он на этой горе. Записываем. Так, отлично. А вот та соседняя гора называется Хоревица. А кто ее занял? Логично же, второй брат Хорев. Какая у меня стройная концепция получается. Ой, погодите, а внизу же еще течет маленькая речушка Лыбедь. Куда бы ее пристроить? Пускай она будет их родной сестрой. Девка красивая, тихая, рекой обернулась. Зрителю точно понравится. Понимаете, что произошло? В итоге Щек, Хорив и принцесса Лыбедь – это просто призраки, рожденные бурной фантазией средневековых монахов. А вот вождь Кий – это, как мы с вами уже разобрали, чистая железобетонная правда. Он действительно существовал, действительно построил первый деревянный замок на Старокиевской горе. И именно его имя навсегда осталось на карте. Итак, город Кия на южных холмах построен. Маленькая деревянная крепость замерла над обрывом, а внизу шумит Великий Днепр. Но если вы сейчас подумали, что этот город тут же стал столицей, пупом земли и центром вселенной для всех вокруг, то, друзья мои, вы совершенно ошибаетесь. Ничего подобного. Чтобы понять, что здесь творилось на самом деле, представьте себе американский Дикий Запад, бескрайняя прерия, где нет никаких общих законов, нет президента, а есть только куча независимых, упрямых и очень колоритных ранчо. Каждое ранчо живет само по себе, подчиняется только своему хозяину и плевать хотела на соседей. Наша равнина в те века – это абсолютно такой же Дикий Восток. Давайте проедемся по этим ранчо и посмотрим на их вывески. Имена у них были элементарные. Как природа вокруг выглядит, так племя и называется. Никакой высшей математики. Итак, первое ранчо – это поляне. Они вышли на открытое пространство, и, надо признать, у полян отлично варила котелковая соображалка. Они поняли, что сидеть поодиночке в кустах – это глупо. Они собрались в кучу, сорвали себе самый главный географический куш на реке, организовали купеческий хаб, построили крепость и сели там пить вино с греками. Но Киев был исключительно их карманным проектом. Для всех остальных он был абсолютно чужим. Но стоило вам отъехать от полян чуть в сторону, как солнце исчезало и начинался глухой лес. Там находилось ранчо древлян, от слова дерева. Это были суровые дикие лесные мужики. Никакой Киев они знать не знали и знать не хотели. У них в дремучей чаще был свой собственный центр – Искоростень. Понимаю, название сложное. Можете запомнить его как искристый пень. Вот на этом условном пне они и сидели. Собирали мед, охотились на медведей и считали киевских полян изнеженными пижонами. Едем дальше по карте. Прямо посреди непроходимых топких болот сидело племя, которое в учебниках называют Дреговичи. От древнего слова дрягва, то есть трясина, болото. Для простоты можете звать их просто болотными дрягунами. Им вообще было не до геополитики. Они веками учились строить дома на сваях и ходить по топе так, чтобы их не усосала болотная кикимора. Чуть выше по течению рек, у самих истоков, жили кривичи. Откуда такое странное имя? Нет, они не были косыми или кривыми. Просто они селились в тех местах, где русла рек дико петляют и идут извилисто и криво. Или их самого первого легендарного дедушку-вождя звали Крив. В общем, кривичи – это такие извилистые лесные ребята, которые контролировали самые верховья речных дорог. И чтобы окончательно закрыть карту, давайте добавим еще два лоскутка. Чуть правее жили северяне, тут все понятно без переводчика, они жили севернее полян. А на самом-самом холодном краю у Туманных озер шуршало в кустах загадочное чуть, коренное финское племя охотников, которые чижаков вообще не любили и стреляли белку точно в глаз. Понимаете теперь, какая получается картина? Полный автономный шалтай-болтай. Огромная земля, на которой живут совершенно разные племена. Одни молились Перуну, другие болотному духу, третьи лесному медведю. Городов в нашем понимании у них не было.
Так, в деревушке за забором из бревен каждый варил кашу в своем маленьком изолированном мире. У полян был свой Киев, у древлян свой искристый пень, у кривичей свои избушки. Никакой связи между ними не было вообще. И вот в таком режиме абсолютной независимости и тишины на этой земле проходит почти 300 лет. Итак, представьте себе картину. Земля огромная, бескрайняя, а город на ней на тот момент стоит всего один единственный – Киев на юге. И как-то, аж честно говоря, лично мне уже неудобно перед посторонними. А посторонние себя-то ждать и не заставили. Представьте себе, на дворе середины 8 века, 753 год. И на севере этой земли начинается колоссальный движ. А все потому, что из-за Балтийского моря на своих крутых деревянных кораблях приплывают суровые скандинавские мужики, будущие викинги. Куда они намылились? А все просто. Они плыли за деньгами. Скандинавы пронюхали, что если проехать эту нашу безымянную равнину насквозь, то на юге можно очень круто заработать. И вот они плывут по реке Волхов. Ветер дует в паруса, а они уже мысленно пересчитывают прибыль. И тут приехали. В общем, картина маслом. Прямо посреди реки из воды начинают торчать огромные острые камни, а течение бурлит так, что лодку разобьет в щепки за секунду. Дальше плыть физически невозможно. Скандинавы сушат весла, паркуются у берега и собираются передохнуть. Ударение ставьте правильно, конечно. Передохнуть. Отдохнуть, короче. И тут из кустов с топорами наперевес плавно выдвигаются местные. Славяне и финские охотники из племени Чуть. Казалось бы, по всем законам жанра сейчас должна начаться кровавая поножовщина в стиле «А ты кто такой? А чё ты сюда приперся?» Но нет, люди с обеих сторон оказались довольно-таки предприимчивые. Поножовщины не случилось. А вот диалог получился примерно следующий. Местные: «О, а вы кто такие? И куда это вы идете, викинги?» «Да мы купцы из-за моря, плыть дальше не можем, у вас тут камни в реке дурацкие. Нам бы вот где-то у вас перекантоваться, да лодки починить». Местные заинтересованы: «О, купцы, это хорошо. А ну-ка покажите, что там у вас в мешках. Ну-ка, а что это такое хорошенькое?» Викинги, нахваливая товар. А это, мужики, товар высшего класса. Настоящие франкские мечи, ткани дорогие. И посмотрите, какие бусы цветные для ваших красивых женщин. Местные с открытыми ртами: «Ух ты, красота-то какая! Слушайте, а давайте меняться. У нас тут соболя всякие, куницы. Этого добра у нас завались, девать некуда. Но мы-то знаем, что за морем это очень дорогая вещь и дико ценится. Берете?» И они пожали друг другу руки. В общем, получился самый настоящий базар-вокзал. Только, конечно, еще без театров и бань. И даже без саун. Хотя, казалось бы, раз мы говорим о финнах из племени Чуть, сауна там должна появиться в первую минуту. Но нет. До этого бизнес еще не дорос. Говоря современным языком, это был просто огромный речной порт и дьюти-фри. И вот так оно постепенно и закрутилось. Время идет, бизнес прет. Местные славяне и финны уже заранее сидели на берегу со своими куницами и поджидали корабли. А викинги везли им новые заморские товары. Этот легальный приграничный базар и назвали Ладогой. Почему именно Ладога? Давайте разжую. Максимально просто и без заумной филологии. Прямо там, где мужики торговали, в большую реку впадала маленькая журчащая речушка. Местные финны называли ее на своем языке словом, похожим на «алоде», что значило просто «маленькая речка внизу». Славяне пришли, попытались это финское слово выговорить, сломали язык и переделали под свое произношение. Вот так и получилось слово «ладога». Вот так все это начало обрисовываться. На севере у нас теперь стоит богатый торговый хаб. На юге – древний Киев. Но этот мирный бизнес-рай на севере не мог продолжаться вечно. Представьте себе, во что превращается Ладога в те времена. Торговых центров тогда, конечно, никаких не было. Это мы с вами прекрасно понимаем. Но был рынок. Самый настоящий мега-рынок.
Местные финны и славяне приносили сюда свой товар. Где они его брали? В лесу, конечно, где еще брать? Из дремучей чащи они тащили то, что сегодня называлось бы премиум-сегментом. Они возили дикий мед, тонны воска, который Европа скупала подчистую для свечей в храмах. И самое главное – пушистое золото, меха соболей, куниц и лисиц. В те времена одна такая шкурка ценилась как состояние. И за этим роскошным добром в Ладогу приехали купцы буквально со всей Европы. Получилась грандиозная средневековая ярмарка. Загляденье, пальчики оближешь. Все работает как часы, все крутится, все по-честному. А еще, друзья мои, очень важный факт. Скандинавы забирали на этом базаре мех, грузили его на свои лодки и везли дальше по рекам далеко на юг к заморским богачам. Там они меняли эти соболиные шкурки на мешки чистейших серебряных монет, возвращались обратно в Ладогу и весело тратили все это серебро на этом же базаре. Вот так, благодаря такому круговороту, на нашем северном рынке появилось даже настоящее арабское серебро. Деньги потекли рекой, звеня в каждом кармане. Чтобы вы просто понимали масштаб и то, с чем вообще можно сравнить тогдашнюю Ладогу, представьте себе колоссальный международный экспоцентр или дьюти-фри, Дубай на минималках. Сюда толпами тянулись люди со всей Балтики. Не просто на часок заглянуть, а купить, продать, остаться здесь жить и работать. Ладога росла как на дрожжах. Один за другим здесь открываются роскошные ювелирные лавки, мастерские крутых стеклодувов и кузницы. И вот все это сытое веселье, пока баблишка красиво мутилась, а честный бизнес крутился, длилось почти 100 лет. Представьте себе, целое вековое столетие беззаботной, честной торговли, когда все, ну просто все, очень уж сильно хорошо. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. В 859 году на этот наш процветающий богатый ладожский рынок внезапно пришли братки из 90-х. Да-да, друзья мои, самые настоящие братки из 90-х. Я прекрасно понимаю, что на календаре стоял 859 год, а не 1990. Но мне их просто банально больше не с чем сравнить. Эти суровые заморские парни явно были духовными отцами и прямыми предками будущих рэкетиров. Вели они себя один в один, так что давайте для исторической справедливости ласково назовем их братки из 859-го. Кто же это такие? Летописи называют их коротко «варяги из-за моря». Это были новые, чисто военные банды скандинавов. Если прежние викинги приплыли в Ладогу как купцы и честно менялись, то эти ребята приплыли с другой целью. Это были профессиональные головорезы в железных кольчугах и с огромными топорами. Они высадились в Ладоге, посмотрели на этот Дубай на минималках, почесали бороды и смекнули. Так, стоп. Честно торговать, латать лодки и возить шкуры на юг – это слишком сложно и скучно. А давайте включим другую схему. Местные славяне и финны – мужики мирные, они фермеры да охотники. А давайте мы просто приставим им топор к горлу и скажем, что с сегодняшнего дня мы их крышуем. И начался самый настоящий беспредел. Братки из-за моря обложили местное население жестким налогом, данью. Схема была простая. Варяжская ЧВК заявляет славянам и финнам: значит так, дельцы, с каждого дома сдаете нам по серебряной монете и по шкуре соболя. Просто за то, что мы вашу Ладогу сегодня случайно не сожгли. Вопросы есть? Вопросов не было. 100 лет честного бизнеса перечеркнули в один день. Несколько лет северяне терпели этот заморский рэкет, стиснув зубы, и отдавали кровное серебро. Но в какой-то момент мужики дико психанули. У них включилась простая логика. Мы пушистое золото в тайге своими руками добываем, а эти наглые рожи из-за моря у нас его просто так забирают. И вот тогда славяне с финнами объединились в один огромный злой кулак. Достали свои тяжелые топоры, рогатины на медведей и устроили варяжским рэкетирам такую теплую встречу, что поножовщина вышла исторического масштаба. Так вот, северян было просто гораздо больше. В общем, местные мужики ладожский ОМОН варягов просто разнесли в пух и прах, а гребли братки по полной программе. Славяне и финны пинками гнали их до самого берега, скинули в воду и весело кричали вслед уплывающим кораблям. И за море варягов погнали, и не дали им дани. Все, победа. Рэкет официально ликвидирован. Братки позорно уплыли зализывать раны. Наступила полная свобода.
Но радовались мужики недолго. Потому что они даже не догадывались, какую страшную кашу они заварят на этом пустом базаре уже на следующее утро. А теперь, друзья мои, чтобы вы поняли, какая масштабная трагедия произошла на самом деле, давайте я вам объясню все простым человеческим языком. Казалось бы, рекетиров прогнали, кругом свобода, солнце светит. Ну так и работайте дальше, как раньше. Возвращайтесь на свой любимый рынок и торгуйте честно. А вот фигушки, как раньше, уже не получится никогда. Чтобы понять, почему все сломалось, представьте себе, что целое столетие этот северный бизнес держался исключительно на честном слове. Местные славяне и финны были по сути чистыми, искренними людьми, настоящие дети природы. У них в голове был абсолютный чистый лист бумаги. Они построили эту Ладогу с нуля, и у них просто-напросто не было перед глазами ни одного дурного примера. Это была корпорация по-настоящему честных людей. Они не подкручивали весы, не обвешивали друг друга, держали слово и свято верили. Если договорились, значит так тому и быть. Они просто не знали, что в этом мире можно вести себя как-то по-другому. И вот в этот стерильный мир честных людей врываются заморские братки из 859-го. А мужики-то их, конечно, в итоге побили и выгнали. И вот представьте, посреди опустевшего рынка стоит это козырное кресло смотрящего. Оно пустое. Но братки уплыли, а в головах у наших честных детей природы остался их ядовитый пример. У людей случился страшный психологический надлом. В голове у каждого что-то перемкнуло, упала какая-то важная планка. Они вдруг увидели, ага, а ведь в этой жизни можно, оказывается, жить нечестно. Можно не корячиться в тайге, а просто сесть в это кресло и грабить соседа. И в ту же секунду на Ладожском базаре родилось то, чего здесь не было целое столетие. Тотальное глухое недоверие к ближнему. Торговля умерла, потому что люди разучились верить друг другу. Финны смотрят на славян и думают, так, если сейчас эти славяне сядут в кресло смотрящего, они же нас крышевать начнут, как те варяги. Они же нам топор к горлу приставят. А славяне точно так же косятся на финнов. Ну уж нет, если эти лесные парни кассу захватят, нам конец, они нам житья не дадут. Понимаете? Все, чистота ушла. Люди впервые осознали, что сосед может оказаться волком. Их насмерть заразили этой идеей абсолютной власти. И вместо того, чтобы мирно жать друг другу руки, мужики дико психанули от страха и жадности. Тот самый чистый лист бумаги они разорвали в клочья. Каждый решил, я должен ударить первым, пока сосед не занял кресло. И вот тут-то все и началось. Вчерашние лучшие друзья и партнеры по бизнесу посходили с ума. Они достали самые тяжелые топоры и с дикими криками пошли стенка на стенку, превращая свой процветающий Дубай на минималках в кровавое месиво. Это не была война в нашем привычном понимании. Никаких армий, красивых мундиров и линий фронта. Это была дикая, жесткая партизанщина в лесах и на реке. Славяне собирались бандами и шли жечь деревянные хутора финнов. Финны, как прирожденные таежные охотники, устраивали идеальные засады в чащах, перехватывали славянские лодки и безжалостно топили бывших коллег по кооперативу. Каждое лесное ранчо пыталось задушить соседа, чтобы единолично забрать себе право собирать налоги с уцелевшего базара. В итоге, через 2 года такой жизни Ладога превратилась в жуткое, обгоревшее пепелище. И вот посреди этих углей, нищеты и разрухи сели голодные, злые и умытые собственной кровью мужики. Они посмотрели на то, что натворили, окончательно признали себя банкротами и поняли, все, приплыли. Сами мы из этого пике уже не выберемся. Ну что, друзья мои, а теперь давайте выключим эмоции, включим холодную логику и откроем настоящее историческое расследование. Нам пора внимательно разобрать материалы этого запутанного дела. Вы спросите, а с чего вдруг расследование? Да с того, что официальная версия, которую нам веками скармливали в школе, выглядит, честно говоря, как очень наивный детский сад. Давайте заглянем в главный документ, ту самую знаменитую повесть временных лет. Нам там черным по белому рассказывают невероятно трогательную историю. Якобы лесные мужики, устав резать друг друга топорами, сели на бревна, вздохнули и сказали: «Ох, ну и дурни же мы пустоголовые, сами собой руководить не умеем, порядок навести не можем». И отправили они послов за море
к тем самым варягам, которых только что с позором выгнали. И произнесли послы великую легендарную фразу: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И варяжский конунг Рюрик со своими братьями якобы пустил слезу умиления, собрал вещички и поплыл их спасать. Картина маслом. Звучит красиво? Очень. Верите? Лично я вообще нет. Ну, посудите сами. Вы можете себе представить, чтобы толпа суровых мужиков, которые только что отстояли свою свободу в суровой поножовщине, вдруг добровольно позвали чужаков и сказали: «Нате, владейте нами, делайте с нами что хотите, мы глупые». В реальной жизни так не бывает. И вот тут, прежде чем верить каждому слову, давайте включим критическое мышление и вспомним важный факт. А кто эту хронику писал и, главное, для кого? Наш уважаемый монах Нестор писал этот текст в начале XII века, то есть почти через 250 лет после этих событий. И писал он ее не просто для души, а по прямому заказу. А заказчиками были киевские князья, прямые потомки и правнуки того самого Рюрика. А теперь представьте, вам нужно написать историю для правящей династии. Вам нужно доказать всему миру, что ваши начальники сидят на троне абсолютно законно. Если вы напишете правду, наш прадедушка Рюрик приплыл со спецназом, воспользовался тем, что местные дебилы переругались и тупо отжал у них бизнес, это будет выглядеть как рейдерский захват и бандитизм. А вот если написать, что местные сами умоляли, плакали, ползали на коленях: «Придите, спасите, владейте нами», это уже легитимная, честная власть. Это чистый средневековый пиар и госпропаганда высшего качества. Поэтому давайте уберем в сторону эти благостные сказки и начнем распутывать этот клубок постепенно. Так что же там произошло на самом деле? Какую реальную сделку заключили мужики и почему этот контракт в итоге превратился в захват власти? Сейчас разберем. Те варяжские братки из 859-го, которых славяне с финнами побили и выкинули за борт, не растворились в воздухе. Они доплыли обратно до своей Швеции, залезали раны, вытащили из коленей стрелы и дико разозлились. На Балтике начинается колоссальнейший шухер. Рекетиры начали собирать огромный карательный фронт, чтобы вернуться в Ладогу и устроить там тотальную зачистку, сжечь все к чертям и вырезать племена в ноль. Наши мужики это прекрасно знали. Протрезвев после 2 лет гражданской войны, они поняли: так, шведы скоро придут мстить, а мы за эти 2 года сами друг друга перерезали, Ладогу сожгли, обескровлены и слабы. Если они сейчас приплывут, нам хана. А теперь давайте переведем всю эту ситуацию на наш современный язык. Просто представьте себе эту картину, и вам сразу все станет понятно. Вот вы, славяне и финны. У вас есть золотая жила, супер прибыльный приграничный бизнес, который нужно срочно защитить от злых конкурентов из-за моря. Но у вас больше нет солдат. Вообще. Вы 2 года рубили друг друга топорами. Вы полностью обессилены, обескровлены. Половина ваших домов сгорела. Своей армии у вас физически не осталось. И что вы делаете в такой ситуации? Правильно. Вы идете и покупаете готовую армию. Говоря нашим современным языком, вы нанимаете ЧВК. Конечно, 11 веков назад такого слова никто не знал, но само понятие работало именно так. И вот тут, внимание, важнейший момент. Эти люди не были глупыми рабами. Они ни в коем случае не искали себе царя, господина или императора. Никто в здравом уме не хотел посадить себе на шею вечного хозяина. Им нужен был совершенно другой человек. Им нужен был просто крутой мужик, который, во-первых, умеет профессионально воевать, а во-вторых, имеет под рукой свою собственную, уже обученную и упакованную команду бойцов со своим оружием. Такой себе директор охранного агентства со своим спецназом. И самое главное требование – этот человек должен быть абсолютно посторонним, чужаком. Зачем? Да потому что доверие между славянами и финнами после 2 лет резни было уничтожено в ноль. Посади командиром своего, а начнется кумовство, взятки, продвижение интересов своих родственников, сватов и братьев. Нужен был суровый, нейтральный дядька, у которого в здешних лесах
нет ни одной тещи или зятя. Человек, которому абсолютно плевать на внутренние разборки местных кланов и который будет просто четко выполнять боевую задачу. Логика железная, план надежный, как швейцарские часы. Решено. Ищем иностранную ЧВК. И вот тут они столкнулись с главным убойным вопросом. А где, собственно, такое ЧВК искать? Среди своих точно нет. Своих профессиональных наемников на рынке просто не существовало. Так куда же смотреть? Где найти эту идеальную армию на экспорт? На дворе 9 век. Вариантов на карте мира, если честно, не так уж и много. Можно было бы отправить гонцов на юг в роскошную Византию. Но Византия безумно далеко. Да и греки, ребята хитрые. Они ЧВК в аренду не сдают. И тогда славяне и финны поворачивают головы обратно на север. Туда, откуда только что с матами и поножовщиной выгнали братков из 859-го. Они смотрят за Балтийское море на варягов. А вы спросите, да вы что, с дуба рухнули? Вы же их только что пинками гнали до самого берега. Зачем опять к ним? А вот тут, друзья мои, включился чистый прагматизм. Мы с вами уже выяснили, главная угроза для Ладоги – это то, что выгнанные шведские рекетиры вернутся из-за моря мстить с огромным флотом. А кто может лучше всего защитить вас от викингов? Правильно, только другие викинги. Это классическая логика. Чтобы защитить свой двор от чужой бешеной собаки, вам нужно нанять собаку еще крупнее, злее и зубастее. Мужики искали варяжский клан, который ненавидел тех прошлых рекетиров и готов был с удовольствием умножить их на 0 за хорошие деньги. Варяги варягам рознь. Скандинавия тогда не была единой страной, это была куча независимых банд и королевств. И наши мужики за 100 лет честной торговли в Ладоге прекрасно изучили весь этот заморский рынок. Они знали, кто там обычный пират с большой дороги, а кто профессиональный военный с железной репутацией. Они знали их язык, понимали их менталитет, знали, кому можно верить, а кому нет. С ними просто банально проще было договориться, контакты-то наведены. Варяги были лучшими наемниками Европы. Они воевали за деньги, а не за идеологию. Им не нужна была наша земля. Им не интересны были наши леса. Им нужно было серебро. А для славян и финнов это идеальный контракт. Мы вам платим фиксированную зарплату, а вы охраняете периметр и судите нас по закону, но в наши внутренние дела не лезете. Решено. Племена собирают экстренный бюджет, сбрасываются серебром и формируют официальную авторитетную делегацию. Лучшие мужики от славян и финнов садятся в большие лодки и плывут за Балтийское море. Как говорит летопись, за море к варягам. Они плывут не сдаваться в рабство. Они плывут как солидные заказчики на международный рынок военных услуг, выбирать себе генерального директора с готовым спецназом. И вот теперь, друзья мои, когда наши послы переплыли Балтику и высадились на незнакомый берег, мы наконец-то можем перенестись туда, откуда начинали. Туда, где на берегу моря, укутанный в кусок шкуры, стоит суровый хищный военный волк, опытный европейский наемник, который в этот самый момент задумчиво смотрит на восток. Друзья мои, прежде чем мы продолжим нашу историю, давайте я коротко напомню вам, для тех, кто пропустил прошлую серию или просто успел подзабыть, портфолио нашего главного героя. Напомню, Рорик Ютландский. Это вам не просто Вася с топором, это настоящий принц датский, прожженный волчара за 40. В плюсе у него королевский статус, мировая известность, язва христианства и колоссальный опыт управления элитным европейским бизнесом, ну и своя верная ЧВК из пары тысяч головорезов. В минусе его главная золотая жила в Европе, порт Дорестад, медленно, но верно умирала. Река сменила направление, гавань занесло песком и торговля встала. Ну и франкские короли его, мягко говоря, очень не любили. Перспектив на Западе не оставалось, бизнес засыхал, а огромную толпу бойцов кормить нужно было каждый день. И вот теперь соединяем точки. Если вы думаете, что славяне и финны поплыли за море устраивать слепой кастинг и искать хоть какого-нибудь викинга, нет. Торговый мир Балтики был тесен. Новости из шведских и датских рынков долетали до Ладоги мгновенно. Наши акционеры прекрасно знали, что в Европе без перспектив сидит топовый, злой и очень голодный кризис-менеджер с огромным силовым ресурсом, у которого затухает его европейский проект. Но знал ли Рорик, что к нему плывут? Еще как знал.
В IX веке новости по торговым рекам разлетались быстрее, чем сегодня по телеграмму. Пока тяжелые посольские корабли медленно пробирались через Балтику, попутные купцы уже нашептывали Рорику в ухо: «К тебе из Ладоги делегация чешет с дарами и мехами. У них там на востоке все горит, они друг друга режут, порядка нет». Представьте эту картину. Нижний Рейн. Рорик сидит на берегу, смотрит на горизонт и уже мысленно раскладывает эту партию как по нотам. Он прекрасно понимает, славяне едут к нему не от хорошей жизни. Они в отчаянии, им деваться некуда. А раз так, значит условия в этой сделке будет диктовать он. Друзья мои, вы все со школьной скамьи помните эту сцену. Выходят мужики к варягам, картинно кланяются в пояс и говорят: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходи княжить и владеть нами». Ну, то есть, говоря простым языком, мы тут глупые, делать ничего не умеем. Придите и заберите у нас все и делайте с нами что хотите. Мы уже с вами разбирали, что вся эта история чистой воды пиар-ход летописцев. Но давайте же восстановим реальную картину событий. Сейчас в комментарии обязательно прибегут важные диванные знатоки, поправят очки и напишут: «Автор, откуда вы знаете, что они там говорили? Вас там не было». Да, нас там не было. Никого из ныне живущих там не было. Но вместо слепого зазубривания летописей мы включим то, чего у нас никто не отнимет – обычную человеческую логику. Мужики причаливают, выходят на берег, никаких поклонов до земли. Нагнуть авторитетных ладожских купцов и суровых старейшин чуди – задача нереальная. О чем они могли говорить? Опираясь на здравый смысл, их речь звучала примерно так. «Здорово, Рорик, мы к тебе по делу. У нас на севере, в Ладоге, отличный прибыльный бизнес, международный логистический хаб, через который идут тонны серебра. Но дела встали. Короче, Рорик, нам нужна не очередная банда рэкетиров, нам нужен официальный легальный контракт. Нам нужна профессиональная ЧВК с функцией Верховного суда. Во-первых, твоя дружина должна взять под охрану наши склады, порты и корабли от набегов любых других банд. А во-вторых, ты лично будешь нашим независимым честным судьей. У тебя на наших болотах нет ни тещи, ни кумовьев. Тебя невозможно подкупить местными связями. Будешь судить наши драки жестко и по справедливости. Мы подписываем с тобой официальный договор. На нашем языке это называется ряд. Мы платим тебе и твоим парням строго фиксированный процент с дохода, а ты обеспечиваешь закон, порядок и безопасность. По рукам? Рорик выслушал ладожских послов, усмехнулся и сказал: «План отличный, мужики, я в деле. Но поскольку вы только что вышвырнули своих прошлых партнеров, я не собираюсь верить вам на слово. Моя служба безопасности не сдвинется с этого берега, пока мы не подпишем контракт на моих жестких условиях. Их ровно 3. Во-первых, я не собираюсь жить в ваших домах и зависеть от настроения вашего народного веча. Мне и моей дружине нужна своя, абсолютно независимая территория. Мы строим свою укрепленную каменную крепость прямо на входе в Ладогу. Это будет моя база, мой командный центр и мой замок. Мои люди будут подчиняться только мне, а ваши местные туда без стука и моего личного разрешения зайти не смогут. Во-вторых, никаких процентов от прибыли по итогам квартала. Сегодня у вас торговля идет, а завтра река замерзла. Послезавтра вы решили мне не доплатить. Моему спецназу нужно платить зарплату каждый день, и они хотят есть. Поэтому мы устанавливаем фиксированный, пожизненный и безусловный налог. С каждого дома, с каждого плуга, с каждой купеческой ладьи. Назвать это можно как хотите, хоть данью, хоть платой за подписку на безопасность. Но платить вы будете вовремя, золотом, серебром и мехами. И собирать этот налог будут мои люди, чтобы у вас не было соблазна скрутить им счетчики. И в-третьих, самое главное, вы позвали меня судить ваши драки? Отлично, но судить я вас буду не по вашим древним болотным обычаям и не как решит ваша толпа на площади. Мое слово – это истина в последней инстанции. Если я сказал, что этот купец прав, а тот виноват, значит так тому и быть. Любая попытка оспорить мое судебное решение или поднять против моих парней оружие – это измена контракту со всеми вытекающими кровавыми последствиями. Ладожские мужики переглянулись. Условия были драконовскими. По сути, они добровольно отдавали власть над своим регионом чужаку с мечом. Но выбора у них
не было. Либо принять условия этого элитного ЧВК и сохранить свой торговый бизнес, либо продолжить резать друг друга в гражданской войне, пока не придут другие варяги и не сожгут Ладогу дотла бесплатно. Они вздохнули, выпили вина и сказали: «По рукам, Рорик, по коням. Собирай дружину, мы плывем в Ладогу». В учебниках любят писать, что Рюрик прибыл осенью 862 года. Но давайте включим логику. Идти на дракарах по штормовой осенней Балтике, чтобы упереться в замерзающие реки севера, это чистой воды самоубийство. Скорее всего, караван стартовал в начале лета. И это не была спонтанная толпа. Рюрик действовал как опытный генерал. Сначала боевой авангард, несколько кораблей с элитным спецназом заходят в Ладогу, берут под контроль ключевые точки и начинают спешно возводить деревянно-земляной форт. И только когда офис был укреплен, а пулеметные гнезда, вернее лучники на башнях, заняли свои места, на горизонте показался основной транспортный флот с остальной армией, обозами и семьями. ЧВК заходили на объект всерьез и надолго. И вот европейский ветеран сходит на землю. Землю богатую, дикую и пока еще не имеющую своего единого имени. И именно в эту секунду история делает колоссальный тектонический поворот. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте сделаем самое главное. Проведем полный ребрендинг нашей истории. До этого момента мы звали нашего героя Рориком. Но на его родном скандинавском языке его имя вообще звучит Хрёрекр. Попробуйте произнести это быстро и с гортанным северным акцентом. Сломать язык можно. Славянские мужики ломать языки не любили вообще. Наш язык устроен так, чтобы он автоматически переделал любые сложные иностранные имена под себя, чтобы было удобно говорить. Это как в современном офисе. Приезжает топ-менеджер по имени Мэтью, а через неделю он уже просто Матвей. Приезжает Дональд, становится Данилой. Такая же история случилась и с нашим датским принцем. Славяне послушали его гортанное «хрёрекр» и сказали: «Короче, будешь Рюриком. Нам так проще, понятнее и по-свойски». Все. С этого самого момента, как его нога ступила на наш берег, для нас он строго Рюрик. Запомнили, зафиксировали. Но Рюрик приплыл не один. Вместе с ним на берег сходит его огромная, упакованная по последнему слову военной моды команда. И вот тут максимальное внимание. Сейчас мы разрушим главный школьный миф. Вокруг Ладоги жили не только славяне, там было полно финских племен. И эти финны, глядя на прибывших из-за моря парней, которые без устали махали веслами, называют их по-своему руотси. На древнем финском языке руотси это буквально означает гребцы или люди на веслах. Славяне, которые работали с финнами в одном торговом хабе, слышат это финское слово руотси. И, конечно же, переделывают его на свой манер. Из руотси. Их язык мгновенно выкидывает лишние звуки. И получается короткая, хлесткая Русь. Чувствуете логику? Варяги – это было общее название всех скандинавских наемников, которые прибыли на заработки. А вот команда конкретно нашего Рюрика получила свое фирменное имя. В 862 году Русь – это не страна, не государство и не народ. Это название конкретной организации. По сути, на Ладожский берег зашло не ЧВК «Варяг». На объект заступила ЧВК «Русь». Но пока это не название державы. Пока это просто бренд на контракте. Итак, контракт подписан. ЧВК «Русь» заступает на дежурство. Чем занимается Рюрик в первое время? На входе в Волхов его люди спешно строят деревянно-земляную крепость. Первый каменный замок появляется здесь чуть позже, но фундамент заложил именно он. Рюрик жестко защищает окрестности от залетных пиратов, выстраивает посты на реке и начинает собирать ту самую фиксированную плату за безопасность. Рядом с ним всегда его правая рука Олег. Это его топовый военачальник, начальник штаба и, по сути, операционный директор всей корпорации. Какое-то время они сидят в Ладоге, но Рюрик парень масштабный, он быстро понимает, контролировать только Ладогу – это как контролировать пункт охраны на въезде на огромный завод. Все самое интересное происходит дальше, в глубине, где сходятся все торговые пути. И тогда Рюрик делает следующий логичный шаг. Он двигается вверх по реке, ближе к озеру Ильмень, и основывает там новую огромную штаб-квартиру.
Сегодня археологи называют это место Рюриково городище. Именно оно станет предком будущего Новгорода. Весь топ-менеджмент переезжает туда. Но давайте пока оставим Рюрика. Нам нужно перевести фокус на других игроков. Прямо сейчас на нашу сцену выходят два мега важных персонажа, без которых история пошла бы по совершенно другому пути. Ознакомьтесь, Аскольд и Дир. Вы же прекрасно понимаете, как устроена большая ЧВК. Это не банда из 5 человек, где Рюрик лично раздает всем указания. Это огромная сложная военная машина. И в любой такой структуре неизбежно появляются свои полевые командиры. Люди невероятно амбициозные, жесткие, за которыми воины готовы были идти в огонь и воду. И вот представьте ситуацию. Рюрик увлечен обустройством городища на севере. Зарылся в операционку, наводит порядок с местными. А Аскольд и Дир смотрят на карту, смотрят на преданных им людей и понимают, им в этих новгородских лесах уже тесно. И они решают отделиться от стаи. Но это не был побег двух одиночек в ночь. Это был самый настоящий корпоративный раскол, разделение активов. Аскольд и Дир уводят за собой внушительную часть армии. Те самые отряды и дружины, которые были преданы лично им. И они грузятся со своими людьми на ладьи, проходят озера и реки, а затем буквально на руках через сухопутные волоки перетаскивают огромные корабли на бревнах из северной речной системы в южную. Они спускают флот в верховье Днепра и мощным военным кулаком идут вниз по течению, в полную неизвестность. Друзья, помните, как мы с вами оставили Киев как единственный крупный город на всем этом торговом пути? Так вот, за то время, пока на севере строилась Ладога и начиналось все то движение, Киев тоже активно развивался и вообще не стоял на месте. Город рос, торговля на Днепре шла вовсю. Местное славянское племя полян здесь существовало себе вполне сытно, но была одна огромная проблема. В Киеве не было единого центра принятия решений, не было крепкого, сильного князя. Да, когда-то давно реальный исторический Киев основал этот город, но его эпоха давно прошла. И на момент нашей истории никакого сильного лидера у полян не осталось. А самое главное, у Киева не было регулярной армии. Вообще, местные жители умели отлично торговать и пахать землю, но профессионально воевать и защищать себя они не могли. А раз своей армии в городе не водилось, Киев предсказуемо контролировали снаружи, а именно соседнее мощное степное государство Хазария. Но хазарский контроль – это не про гарнизон внутри города. Это работало как ежегодная подписка на безопасность. Раз в год из степи приезжал хазарский вооруженный отряд, собирал с каждого киевского дома по беличьей шкурке чисто за то, чтобы сами хазары этот город не сожгли, и уезжал обратно. При этом от реальных внешних врагов полян вообще никто не защищал. Выдали дань, ну и живите себе до следующего года. И вот в этот богатый, но абсолютно беззащитный город приплывают Аскольд и Дир. Это не банда бродяг, это жесткая профессиональная военная организация, вооруженные до зубов силовики, которые прошли суровую школу выживания. Они причаливают к киевским холмам, поднимаются в город и задают самый логичный вопрос. А кто тут у вас главный? С кем вообще дела вести? Местные только руками разводят. Да некому у нас править, сидим себе сами, платим хазарам шкурки, чтобы нас не трогали. Аскольду и Диру даже оружие обнажать не пришлось. Никакой долгой осады, никаких штурмов. Захват Киева стал, по сути, самым легким и элегантным рейдерским перехватом власти в истории. Аскольд и Дир обрадовались и сказали: значит так, хазарам вы больше ни одной шкурки не отдадите. Мы остаемся здесь, садимся на этих холмах и становимся вашей новой постоянной администрацией. Мы берем на себя полную защиту города от любых степняков, а вы за это обеспечиваете и кормите нашу дружину. Для киевлян это был идеальный расклад. Вот так, без единого столкновения, Аскольд и Дир за один день взяли под контроль ключевой южный хаб. Они пришли как наемные отряды, а сели править как полноценные хозяева. Итак, друзья мои, картина у нас вырисовывается отличная. На юге ситуацию зафиксировали, там уже прочно сидят Аскольд и Дир. А мы с вами на полной скорости возвращаемся на север. Что все это время делал Рюрик? Все то, что и должен делать хороший правитель. Целых 15 лет. Он без лишнего шума укреплял свои позиции, строил то самое городище, настраивал сбор дани и замыкал на себе потоки. Короче, бизнес-империя росла и крепла. И вот, в 877 году
происходит то, чего мы так долго ждали. У Рюрика наконец-то появляется официальный наследник. И вот тут, друзья мои, к истории появляется вагон и маленькая тележка вопросов. Посудите сами. Если верить всем записям, Рюрику на этот момент уже около 70 лет. Глубокий старик по средневековым меркам. До этого в хрониках полнейшая тишина, ни ребенка, ни котенка. И вдруг на пороге вечности рождается сын. Очень странно, согласитесь? Вы можете смело спорить в комментариях и выдвигать свои версии. Ну, у историков их 3. Версия первая – детская смертность. Может быть, дети у Рюрика и рождались, и раньше, но они просто не выживали, а девочек и так вовсе никто не фиксировал. Зачем пергамент тратить? А этот мальчик выжил. И версия вторая – политический финт. Стареющий князь понимал, что уходит, а передать огромную власть некому. Чтобы система не рухнула, он мог просто усыновить чужого ребенка из знатного варяжского рода и выдать его за своего. Честно скажу, я в это не особо верю, слишком сложная комбинация для того времени. И версия третья. Перепутали даты. Скорее всего, летописцы спустя века просто напутали год рождения мальчика. И родился он намного раньше. В компьютере тогда точные данные никто не заносил. Если сегодня в документах умудряются ошибаться, то тогда тем более. И вот в эту версию я скорее всего и поверю. Ну ладно, оставим споры и поверим летописи. В 877 году родился законный сын Рюрика. И как же называют мальчика? В колыбель ложится ребенок, который получает чисто скандинавское суровое имя – Ингвар. Оно собрано из 2 мощных корней. Инг – это древний бог плодородия и изобилия. И Вар, что значит воин или защитник, то есть воин бога Инга. И никаких громких отчеств или фамилий вроде Рюрикович тогда, конечно, фамилии не было. Суровые варяги звали его на свой манер Ингвар Рюриксон. То есть буквально Ингвар, сын Рюрика. И вот, прежде чем мы зафиксируем финал этой главы, у каждого из нас наверняка возникнет резонный вопрос. Хорошо, Рюрик сидит на севере, управляет процессами. Но как его вообще называли люди, которые жили с ним бок о бок? Кем он был для местных славян, для финнов и для своих собственных варягов? Ведь они не могли сказать ему «Доброе утро, господин генеральный директор». Нужны были конкретные, понятные тогда определения. И тут все разделяется на 2 лагеря. Для своих людей, для суровых варягов, которые пришли вместе с ним из-за моря, он, конечно же, был конунг. Для скандинавов это было абсолютно нормально, привычное обращение к своему военному вождю и лидеру. А славяне начинают называть его своим главным словом – «князь». Вот так, друзья мои, это и формировалось на пальцах. Пришел человек, которого наняли охранять границы, а стал первым общим князем у этого народа. И вот теперь, когда у нас есть и общее дело, и статус князя, и главное, законный маленький сын, миссия Рюрика выполнена. По сути, можно и заканчивать. Спустя всего 2 года после рождения наследника, в 879 году первый князь Рюрик уходит из жизни. Но дело свое он, конечно, бросить не может. Тем более у него есть наследник, маленький Ингвар. Хотя, давайте уже называть вещи своими именами. Игорь. Мальчик еще совсем кроха, меч в руках держать не может. Поэтому всю свою власть и своего сына Рюрик оставляет в правой руке своему боевому соратнику Олегу. И вот Рюрик умирает, оставляя этот мощный железный фундамент на севере. А у руля огромной языческой компании встает Олег, на руках у которого маленький Игорь. Ну а мы ждем продолжения нашей истории. Не переключайтесь, дальше будет только горячее.